МОК выдвинул условия по россиянам. Реакция Тарасовой. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию считает, что не нужно возмущаться условиями участия россиян в международных соревнованиях, иначе мы просто потеряем наш спорт, добавила Тарасова. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что российские спортсмены должны соглашаться на любые условия, чтобы выступать на международных соревнованиях. Об этом она заявила в интервью. Мое мнение, надо выступать при любых условиях, без флага, гимна, руководства, но спортсмены должны иметь такую возможность, иначе мы просто потеряем наш спорт. И сейчас не надо возмущаться, надо работать с тем, что дают, сказала Тарасова. Международный олимпийский комитет МОК 28 марта рекомендовал допустить российских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом. Эти рекомендации не касаются россиян, выступающих в командных видах спорта, а также тех спортсменов, которые активно поддерживают спецоперацию в сопредельном государстве и имеют отношение к российской армии и другим силовым структурам. С февраля 2022 года спортсмены из России и Беларуси отстранены от международных турниров в большинстве видов спорта по рекомендации МОК. Также заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на вопрос журналистов, стоит ли серебряному призеру Олимпийских игр Александре Трусовой сменить группу, чтобы выступать на международных соревнованиях. Стоит ли Александре Трусовой перейти в другую группу, чтобы попасть на международные соревнования? Саша вообще в этом году не появилась, Трусовой хорошо бы появиться хоть где-то на соревнованиях, сказала Тарасова в интервью. По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Беларуси не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований. Глава МОК Томас Бах при этом сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду 2024 в Париже пока отложен.